Итак, господа, случилась неприятность. В машине появился звук. К сожалению, я не знаю, что это за звук, так что это видео для того, чтобы вы проверили себя. Может быть, вы узнаете и будете первым, кто в комментариях напишет, что это все-таки за звук и что это за поломка. Значит, звук периодичный, вернее, постоянный, циркулирующий в одном и том же диапазоне звучит. Тук-тук-тук-тук-тук, то есть, как будто бы, я не знаю, знаете, в колесо гвоздь загонишь, он постоянно в один и тот же момент стучит. Чем больше скорость, тем усиливается звук. Сейчас я продемонстрирую, может быть, услышите на камеру, не знаю. Вчера была проведена работа по снятию колес, и посмотрел я на подшипники. Первым делом вопрос, да, подшипники, хотя они с такой четкой периодичностью обычно не стучат, но все же подшипники были посмотрены, задние, передние, все с ними нормально. Есть вариант с тормозными колодками, тоже проверил тормозные колодки, все супер. Что дальше? Пока вариантов нет. Приходится сейчас с работы отпрашиваться, потому что с такой поломкой ездить нельзя. Мало ли что заклинит, вообще неизвестно, что это такое. Ни на торможение не реагирует. Вот нажимаешь на тормоз, звук не меняется. По ямкам прыгаешь, звук не меняется. То есть, в принципе, ничто не влияет на этот звук. У меня единственное предположение — это редуктор. Как будто бы вот оторвался, отломался, откусился зуб один, и оно там тарахтит. Так что сейчас нужно попасть в гараж и пытаться дергать, все там шевелить. Конечно, редуктор снимать очень не хотелось бы, но все же надо искать, мне кажется, поломку именно там. В общем, ваши догадки сейчас пишите в комментариях, потому что в конце ролика, скорее всего, мы поймем, что это было. В конце ролика уже, если досмотрите, можете не писать. Хотя можете писать, это ваше дело. Так, заехал в магаз, купил немного ништяков. Мало ли придется снимать редуктор, так уже и масло заодно поменяю. И если вдруг придется передние ступицы разбирать, также гаечки и шайбочка. Но если полезем в переднюю ступицу, я вам расскажу, зачем шайбочку накупил. Там, бока выше были, расскажу. И поскольку звук не отдает в переднюю подвеску абсолютно никак, то есть у нас ни в педаль тормоза, ни в руль не бьет, вообще ничего, то логически правильным решением надо лезть в заднюю подвеску. Поскольку ручник чуть-чуть на ручник отбивается, значит, по-любому где-то здесь. Но не исключено, что может быть и впереди. На «Жигули» это обманная машинка, нельзя ей верить. Так, масло дрыщет, все нормально. Это вполне для этого автомобиля нормально маслом дрыстать. Так, надо бы подергать все, что тут только можно подергать. Вроде бы все тяги без люфта. Так, с тягами у нас полный нормуль. А вот в редукторе все-таки что-то слышно. Вот так, если кардан вверх-вниз давать. О! Вот она.
курва, как говорит Лекс. Снимать надо кардан. При отсоединении карданного вала обнаружилась неприятная такая ситуация. Это подрыстало неплохо масло. Вот, как можно видеть, в него вылилось так нормально. Это не есть хорошо. И кардан, ну, обычно от фланца отбивают. Вставляют отвертку между вот этими двумя фланцами и вбивают, что он тут просто слетел, ну, самостоятельно. Это тоже не есть хорошо. Поэтому сейчас надо все это протереть и смотреть, что у нас там за фланг. Так, ну, в общем, кардан снял, тут все посмотрел, вроде бы это все и нормально, но люфт куда-то, падла, пропал. Был с карданом, сейчас пробуешь, люфта нет. Но у меня когда-то было, попускалась вот эта гайка. Ее нельзя просто так взять и затянуть, потому что тут особое должно быть усилие по технологии. И если неправильно затянуть, можно, в общем, напаскудить. Но я затягивал. И ничего, вроде бы все нормально. Ну, мне кажется, ее нужно подзатянуть. Еще раз, если люфт был с карданом, то вполне возможно, я его просто сейчас не чувствую из-за того, что не могу на фланец столько усилий дать, как с карданом вместе. Так, ну блин, какая-то загадочная хрень происходит. Ладно, сейчас затянем, будем дальше искать. Так, ну, гайку затянул где-то на градусов 5, она очень легко шла, прям откручена была. Я ее чуть-чуть подзатянул, ну буквально, не знаю, всего градусов 10, наверное, может быть 15 вот так провернул, и уже там упираться начало, и все, остановился. То есть не затягивал без фанатизма, нельзя фанатизм включать. Ну и как бы, вот, я уже и с карданом люфта не чувствую. Но все же нужно еще перепроверить. Друзья, скажу так. Эта мистика жигулевская вообще меня иногда надоедает. Потому что не пойми, что сломалось в машине. Вот просто не пойми, что. Ты, блин, перелопатил всю машину и не понимаешь все равно, что случилось. Ну ладно, сейчас проедемся. Может быть, эти действия, разборка, сборка, там, подтянуть фланец редуктора, эти действия, может быть, как-то дадут какой-то результат. Глянем сейчас. Все равно стук есть. Надо теперь с этим что-то дальше делать, потому что стучит не по-детски. Ничего не поменялось. Так, ну что ж, поскольку так ничего и не исчезло, проблема осталась. Мне, конечно, очень не хочется разбирать редуктор, поэтому прибегнем к более тяжелой артиллерии. Возьмем ноутбук, возьмем камеру и всунем в редуктор. В итоге мы имеем абсолютно целые зубы. Все там у нас замечательно. Ось целая, то есть ну, там ничего, ни сателлиты никакие не сместились. Даже не знаю теперь, что делать дальше. А что думать даже дальше? Так, а перепроверять и вообще хоть что-то, чтобы услышать, я буду так. Вот так вот зафиксирую все колеса. Вывешу одно колесо и подстрахую не только домкратом, а еще и поставлю на опору. Эти колеса тоже зафиксировал. В общем, зафиксированы все колеса, кроме одного. И теперь
Так, заводим автомобиль. Поскольку у нас одно колесо вывешено, и дифференциал не даст просто машине поехать вперед, колесо будет просто крутиться в воздухе. Мы включаем, наверное, вторую, отпускаем сцепление. Но почему-то машина дергается. Интересно. Так, вот у нас крутится колесо. И залезем в яму, чтобы послушать, есть ли где-то звук. Итак, есть все-таки звук. Вот, может быть, услышите. Он такой. Он не такой. Блин, какой же ж он. Короче, не так, что он постоянно в одном и том же месте. Тук-тук-тук-тук. А он свой. Он вот как будто бы подшипник все-таки. Как же ж я же разбирал, смотрел. Ой, короче, надо полуось снимать. Потому что это не дело. Звук есть, 100% есть. И он где-то здесь. На третьей передаче скорость 30 км в час. Уже более ясно слышно, как она звучит. Слушайте. Есть звук. Снимаем полуось. Так, полуось на Жигулях снимается достаточно просто. Даже не нужно снимать тормозные колодки. Мы всего лишь снимаем вот этот вот крючок, который у нас на трос ручника подсоединяется. И выкручиваем 4 гайки полуоси. Они у нас вот там вот прикручены. Главное иметь подходящий инструмент. Я вот использую вот такую головку на 17. Она идеально подходит вот в это отверстие. И использую обычный баллонник. У него есть насадочка на одной стороне, куда можно эту хрень, короче, одеть. И откручиваем спокойненько 4 гаечки. Ну а теперь достаем ее. И вот сейчас наступает именно тот момент, когда можно сказать, жалко, что подшипник целый. Потому что он реально целый. В нем почти нет люфта. То есть стандартный люфт для любого подшипника. Движение его плавное, без зацепов. И вот жалко, что он целый, потому что столько проделал работы. Ну, в принципе, немного, но легко снимается, но все же. Было бы хотя бы понятно, из-за чего звук. Но, блин, тут все идеально. Твою дивизию. Что ж там тарахтело тогда, когда колесо стояло? Колодки тормозные, что ли? Ну, они не дают такой глухой звук, блин. Что-то нужно думать. Ладно, нужно все равно проверять и ту полуось в любом случае. Так что ставим обратно эту сторону и собираем, вернее, разбираем следующую. Ну и коль мы уже здесь, то не мешало бы масло и заменить. Оно уже такое не очень приятного цвета. Это сколько, годика полтора я на нем поездил. В общем, пора менять на новое. Вот и найдена суть всех моих проблем, которые были здесь. То есть здесь просто развалился подшипник. Просто-напросто. Теперь у меня есть ряд вопросов. Первое. Пыльник, который здесь был, и остатки
остатки вот этих вот, как они называются? Обойма, наверное, или как вот эти вот, что держит шарики. Она у меня куда-то ушла, улетела. О, так, уже легче. Мы видим ошметки, но шариков-то нет. И это плохо. Это полный бред и маразм. Такого быть не может. Они не могли через сальник, ну как бы сальник целый, они не могли через сальник попасть, просто места почти нет, и туда в редуктор улететь. Очень странная штука. Ну что ж, полуось заменили. И какой можно вывод сделать из данного видео? То, что автомобиль «Жигули» — это уникальный автомобиль. И иногда он тебе говорит: да нет, все нормально, у меня подшипник работает, когда ты ему диагностику делаешь, дергаешь, как в принципе дергал всегда, и всегда оно показывало. И тут раз, а он оказывается нерабочим. Так что имейте в виду, что «Жигуль» настолько легкий автомобиль, насколько и тяжелый в ремонте. На сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. Всем хорошей работы и не менее хорошего отдыха. Пока.